Почему развелись Артур Смольянинов и Дарья Мельникова? У него другая женщина, с кем останутся дети? Смотри видео до конца, чтобы узнать ответы на эти вопросы. Карьера звезды 9-й роты продолжает активно развиваться, но в последние месяцы поклонники говорят не о творчестве, а о неожиданном расставании Артура с женой. С самого начала Артур Смольянинов и Дарья Мельникова сообщали новости о своих отношениях неохотно и с запозданием. О романе никто не объявил, так что известие о свадьбе оказалось неожиданностью для поклонников. До последнего Даша скрывала беременность, зато после рождения первенца стала гораздо откровеннее с поклонниками. Правда, признания актрисы касались исключительно вопросов воспитания детей. Еще в 2017-м распространились слухи о назревшем в отношениях Артура и Дарьи кризисе. Через год страсти поутихли, и у супругов родился второй ребенок, и окружающие заключили, что союз артистов стал крепче, чем раньше. Как же тогда объяснить недавний развод влюбленных? 27 октября Артуру Смольянинову исполняется 38 лет, поэтому давайте вспомним его любовную и профессиональную биографию. Воспитанный мамой Артур сетовал, что в детстве ему не хватало отцовской поддержки. Лишь во взрослом возрасте актер возобновил отношения с папой. Сергей Поволоцкий рано ушел из семьи, так что будущего актера вместе с двумя братьями и сестрой воспитывала мама Мария Владимировна. Художницу часто вызывали в школу именно из-за Артура. Жертвами насмешек хулигана становились как одноклассники, так и учителя. Как-то забежал к нам в класс и зачем-то кинул мокрой тряпкой для доски педагога, рассказывал Владимир Цыряпкин. Конечно, все тихо посмеялись, но только не преподаватель. Повела Смольянинова к директору. В другой раз прикололся над биологом, у того была смешная фамилия – Рябоконь. Зашли с Артуром к нему в кабинет, и он как закричит: «Здравствуйте, Рыба-конь!» Снова попал на ковер. За постоянное баловство бунтарь попадал в детскую комнату милиции, отстранялся от занятий, а в 7 классе и вовсе вылетел из школы со справкой. Мама перевела ребенка в другое учебное заведение, которое юноша окончил экстерном. Неизвестно, что было бы, если бы родительница не направила энергию сына в правильное русло. Подросток увлекся игрой на саксофоне и гитаре, а также занятиями в театральном классе. А вот младшему брату Емельяну Николаеву не удалось найти хобби, которое позволило бы сойти с кривой дорожки. В 2012-м парня приговорили к 19 годам колонии за несколько десятков вооруженных нападений на выходцев из стран Азии. Прошение об условно-досрочном освобождении Емельян сможет подать только в 2023 году. Мир кино трудному подростку открыл Валерий Приемыхов. Как-то раз в музыкально-драматическую школу на урок игры на саксофоне заглянула ассистентка режиссера и сфотографировала Смольянинова. Артур понимал, что просто оказался в нужном месте, но не растерялся и попросил у девушки в долг 30 рублей, которые немедленно потратил на комбинезон цвета хаки. Вскоре наглого юношу пригласили на пробы, и следующие 2 месяца он ездил на студию как на работу. Приемыхов все не мог определиться с актером на роль Толясика в картине «Кто, если не мы?». Смольянинов не верил, что ему достанется роль, и однажды утром побрился наголо вопреки маминым увещеваниям. Вечером получил от нее нагоняй веником, вспоминал артист. Когда волна возмущения схлынула, она сказала, что меня утвердили. Я был до невозможности рад, но волосы от этого в мгновение ока не выросли. Приемыхов, увидев меня, сначала долго ругался матом, а потом остыл и решил, что так даже хорошо. Вскоре после кинодебюта Смольянинов снялся в боевике «Триумф» и поступил в ГИТИС, как он шутил, потому что больше никуда не взяли. К окончанию вуза в его фильмографии уже скопилось 8 проектов, включая картины «Шик», «Папа и Марс». Широкая популярность накрыла актера после роли Лютого в ленте Бондарчука «9-я рота». А через год на экраны вышел следующий нашумевший фильм с участием Артура Жара. Тогда же известного бунтаря приняли в один из лучших театров страны. Я очень хотел попасть в «Современник». Для этого познакомился с Сергеем Гармашом, который составил мне протекцию, представив Галине Волчек. Мы с ней поговорили минут 40, и меня взяли. А через 2 недели я вышел на сцену. Никаких интриг и подковерной борьбы, пояснял Смольянинов. Актер сыграл пограничника в драме «На краю стою», Янгула в «Книге мастеров», Юрка в продолжении «Утомленных солнцем». Все чаще Артур появлялся в комедиях «Мой парень», «Ангел», «Елки», «Жизнь впереди». Кроме того, Смольянинов снимался в сериалах, отмечая, что там за съемочный день платят гораздо больше, чем в кино. Впрочем, в последние несколько лет уровень российских телефильмов заметно повысился, так что работа в сериалах перестала казаться Артуру сделкой с совестью. Артист появился в проектах «За час до рассвета», и выжившие агетеры майора Соколова навсегда перевернули его жизнь. Впрочем, до знакомства с будущей женой у Смольянинова случались и другие романы. В стенах ГИТИСа Артур встретил Екатерину Директоренко. Бывшая модель понравилась многим студентам, так что Смольянинову пришлось проявить смекалку, чтобы девушку не увели. Еще до начала отношений парень распустил слухи о романе с Директоренко. Однажды он без приглашения поехал с Катей в Петербург, и этот наглый поступок привлек ее внимание.
Когда артисты начали встречаться, Артур серьезно заговорил о свадьбе и детях. К сожалению, избранница оказалась не готова к столь быстрому развитию событий. Расходились мы несколько раз, и всегда по моей инициативе. Говорила: я хочу расстаться, мне нужен другой мужчина. Каюсь, часто увлекалась, шла на поводу у своих желаний, причиняя ему боль. Он переживал, но терпеливо ждал, когда разочаруюсь в очередном поклоннике. Артур в этом смысле удивительный человек, с широкой, способной к прощению душой. После всего, что творила, другой забыл бы мое имя. Смольянинов же каким-то чудом подгадывал нужный момент, опять доказывал свою преданность, и я таяла. Иная вцепилась бы в такого мужчину, но я по-прежнему не видела с ним будущего, признавалась актриса. После очередной ссоры Катя предложила Артуру остаться друзьями, и какое-то время бывшие влюбленные продолжали близко общаться и делиться своими переживаниями. Позднее артистов окончательно развели занятость в различных проектах и новые отношения. Так, в 2010-м СМИ писали о том, что Смольянинов сделал предложение бывшей жене Дмитрия Диброва Александре, ну а Директоренко вышла замуж за Кирилла Емельянова. Слухи о браке Артура с Александрой не подтвердились, и следующие несколько лет поклонники гадали, с кем же встречается звезда 9-й роты. Никто не догадывался, что на съемках «Гетеров» майора Соколова актер закрутил роман с папиной дочкой Дарьей Мельниковой. Тайное стало явным только когда в сеть слили фотоколлажи со свадебной церемонии пары. Влюбленных тут же окрестили самой скрытной парой российского шоу-бизнеса. Интересное положение Дарья тоже скрывала до последнего, а новость о рождении сына супругов Артура-младшего первыми озвучили сотрудники «Современника». Мельникова быстро вышла из декрета, однако позднее призналась, что страдала от пострадовой депрессии и нелегко вживалась в новую для себя роль мамы. Еще тяжелее было выдержать поток сплетен о назревшем в браке кризисе. В 2017-м возникли слухи, что приехавший на кинотавр без жены Смольянинов напился, приставал к девушкам и в целом вел себя неприемлемо. В одиночестве Артур появился и на премьере «Жизни впереди», что только добавило масла в огонь. Поговаривали, что Даша выгнала мужа из дома и пригрозила ему разводом в случае, если тот продолжит пить. Вероятно, Артур раскаялся и осознал ошибки, ведь вскоре влюбленные отправились в путешествие по Европе, которое Мельникова окрестила вторым медовым месяцем. «Наверное, мы с Артуром действительно половинки», – заключила тогда актриса. В знак примирения супруги устроили пикантную фотосессию в постели в ванне с пеной. А через год у пары родился второй сын Марк, чем не свидетельство того, что кризис остался позади. Даша с удовольствием делилась с подписчицами советами по воспитанию детей, а вот об отношениях с мужем особо не распространялась. «Оберегать себя и детей от лишней шумихи действительно наше общее стремление», – поясняла актриса. «Наверное, это потому, что мы с Артуром оба довольно рано начали свою карьеру. Теперь мы хотим оградить и самих себя, и детей от лишнего внимания. Бережем и ценим то, что есть внутри нашей семьи. Это просто на уровне инстинкта. Никто из нас не запрещает никому давать интервью или показывать детей, мы оба поступаем так по собственной инициативе. Артур – потрясающий отец, заботливый, мудрый и очень внимательный. Может, стремления и были общими, а вот карьера развивалась в разных направлениях. В прошлом году у Смольянинова вышло 3 проекта, а в этом уже 4, в то время как Даша мелькала на экране лишь в эпизодах. Вероятно, из-за занятости мужа артистка появлялась на мероприятиях и вечеринках в компании друзей. Прошлой зимой опасения поклонников за брак пары достигли пика. Общие снимки с мужем не появлялись в микроблоге Мельниковой ровно год, что по современным меркам немного странно. В семейной жизни невозможно полностью разобраться в каком-то вопросе. Ты все время натыкаешься на новые уникальные ситуации. Я в процессе, как решать конфликты. В эти моменты ухожу на какие-нибудь мероприятия. У нас с мужем все в порядке, все хорошо, заверила артистка корреспондентов программы «Ты не поверишь» канала НТВ в феврале. Вот только спустя 4 месяца Даша уже объявила о разводе со Смольяниновым. Так сложились обстоятельства. Но мы в любом случае остаемся партнерами и родителями наших детей. У нас был классный опыт. Мы расстались друзьями, делилась актриса. При этом Мельникова подчеркивала, все, что ранее СМИ писали о кризисе в отношениях пары, не имело общего с реальностью. Заявление еще больше запутало поклонников, которые пытались найти объяснение случившемуся. Как ни странно, некоторые подписчики увидели закономерность в том, что в театре имени Ермоловой в спектакле «Текст» главную женскую роль по очереди играли Мельникова и ее подруга Кристина Асмус. Ранее зрители заключили, что брак Кристины рухнул из-за одноименного фильма, а теперь проклятие картины якобы могло перекинуться на Дарью. Кроме того, хейтеры подозревали, что Асмус дурно влияет на приятельницу, рассказывая о прелестях свободной жизни после развода с Гариком Харламовым. Еще одна версия гласила, что кто-то из супругов мог найти новую любовь. Так Артуру приписывали роман с партнершей по детективу еврей Аглаей Тарасовой, но Дарья так убедительно отыграла откровенную сцену в драме «Соври мне правду» с Павлом Прилучным, что зрители всерьез поверили увиденной картинке. «Тут просто партнерство», заявляла Мельникова.
Приходят два человека, и у них задача играть любовников. Вы артисты, вы выбрали эту профессию, вы выбрали съемки в этом фильме. У меня от Паши исключительно ощущение полного профессионализма, он не переходил грани, и мне было абсолютно спокойно. Даже тарологи высказались о расставании Мельникова и Смольянинова. Мой расклад показал, что у Артура уже 3 года роман на стороне. Взрослая дама за 35. Причем дама не из актерской среды, выпала карта начальства. Так что развод не беспричинный. Более того, Артур в скором времени покажет нам свою избранницу. А вот Дарья встретит новую любовь еще не скоро. Будет занята детьми и собой, заключил финалист «Битвы экстрасенсов» Александр Кинжинов. Откровений о причинах разрыва от самих героев истории подписчики пока не дождались, и единственное, что утешает поклонников пары, так это отсутствие конфликта между бывшими супругами. Что бы ни случилось, они продолжают вместе воспитывать сыновей. За карьерами друг друга мы, конечно же, следим. Мы никогда в семейной жизни и после нее ничего не репетировали друг с другом. Однако мы до сих пор можем что-либо обсудить, мы в прекрасных отношениях, подчеркивала Дарья. Я вижу, что Артур делает удивительные вещи на экране, я за него очень рада. А как думаете вы, как сложится судьба двух актеров? Пишите свое мнение в комментариях. Ставьте лайк и не забудьте подписаться, чтобы не пропустить интересные выпуски.